Я прожил год во Вьетнаме, и поэтому сейчас включаю камеру и рассказываю вам, что к чему. Дамы и господа, всем пламенный привет. Сегодня поговорим про жизнь во Вьетнаме. Пока на улице идет дождь, и заодно мои последние выходные во Вьетнаме, по крайней мере в этом году, самым полезным занятием я счел для себя запилить вот такой видосик со всеми фактами, какими-то советами относительно жизни во Вьетнаме и, в частности, в Нячанге. И чтобы не вводить вас в заблуждение, и чтобы вы не мотали сразу этот ролик до конца в поисках каких-то итогов, я решил выложить вам сразу все основные плюсы и минусы жизни во Вьетнаме, а дальше уже будем разбираться в деталях. Погнали! Кстати говоря, ввоз дронов во Вьетнам категорически запрещен, а для полетов нужна обязательная регистрация, так что будьте внимательны. Ну а мы прилетели с дроном в багаже и летали без всякой регистрации на свой страх и риск. И ни один нгуен на наш мини не пожаловался. Итак, давайте начнем с плюсов. Во-первых, это недорогие билеты и лояльная визовая политика. Во-вторых, это лучшее на планете Земля соотношение цены-качества по аренде недвижимости. В-третьих, это классная погода практически круглый год. Да, ну, без дождя и жизнь не та, как говорится. И в-четвертых, я просто как паспорту, да, помните такого персонажа? Так вот, четвертый плюс – это стоимость жизни в целом. Здесь вы потратите не больше, чем в России. Что-то дешевле, что-то дороже. Ну, в среднем получается приемлемые деньги. Велики, которые, к слову сказать, стоят 200 рублей в сутки. Проблема очередная с велосипедом, потому что вот так. Что касается минусов, на мой взгляд, основных два. Во-первых, это скудный выбор досуга. Здесь мало мест, куда можно сходить, и, в принципе, мало чем можно заняться. Да, что там греха таить, это просто скучно, так и скажем. И второй минус – это вьетнамская кухня. Да, даже если вы зимуете каждый год в Азии, жили в Таиланде, не думаю, что вам зайдет эта кухня. Ну, конечно, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, но в большинстве своем это не очень качественная и приятная еда. А теперь, кто все понял, выключают это видео. А если вы хотите разобраться в деталях, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Небольшая ремарочка. С YouTube мы совершенно ничего не зарабатываем, но ваша активность даст нам знак, что это все не просто так и кому-то нужно. Что, понимаете, самое главное в нашей жизни. Так вот, хотите подробностей? Приступаем. Вьетнам – одна из самых лояльных в визовом плане стран мира. И сейчас, в августе 2023 года, на радость всем нам вернулась стандартная трехмесячная виза. Не какое-то там военное продление, еще что-то, какие-то там нелегальные схемы. А вот просто вы заходите на сайт, заполняете небольшую анкетку и получаете через 3 дня визу, которую показываете на прилете пограничнику, вам ставят штампик в паспорт, и 3 месяца здесь можно находиться. Стоит такое удовольствие $25 за сингл, то есть вы не сможете в течение этих 3 месяцев выезжать, тогда у вас сгорит виза. И $50 за мультивизу, по которой вы можете путешествовать сколько душа пожелает. Количество въездов и выездов там не ограничено. После 3 границ пересечь границу, сделать, например, визаран в Лаос, это самая близкая от Нячанга граница, либо слетать куда-нибудь и сделать
повторную электронную визу. Таким образом, эти электронные визы можно делать бесконечно. То есть нет никакого ограничения по количеству дней нахождения в стране в течение года. Ничего такого, вопросов вообще никаких. С визами здесь все просто. Итак, как прилететь во Вьетнам? Сейчас действительно недорогие билеты, если сравнивать с остальными известными всем странами, там, для зимовки, скажем, той же Азии, там, или Южной Америки, тем более. В общем, сюда билеты стоят недорого, в районе 30 тысяч рублей сейчас, может 35, а обратно вообще за 20 можно найти. И на этом месте, конечно же, должна быть реклама Aviasales. Но, к счастью, мне не нужно ничего говорить, мне никто за это не платит, и поэтому я скажу, что на самом деле сейчас самые дешевые билеты продаются на сервисе Trip.com. Если вы такого не знали, то ссылку я для вашего удобства внизу оставлю. Там тоже можно платить любой картой, в том числе российской, и цены там действительно дешевле. Мы последний год там покупаем где-то процентов на 10-15 обычно стабильно дешевле. Так что нифига не реклама, просто совет. И сейчас самый дешевый вариант добраться сюда будет пролегать через Китай. Это будет пересадка либо в Чэньду, либо в Гуанчжоу, либо в Шанхае. Везде в этих городах можно выйти, можно взять длительную пересадку. День будет стоп-овера там оплачен авиакомпанией, то есть отель вам предоставит. Подробнее можете посмотреть наш выпуск про Чэньду. Вот Аня недавно летела, и посмотрите, как она провела там 2 дня даже. 2 дня ей перенесли рейс, и вместо того, чтобы расстраиваться, она обрадовалась, взяла камеру и пошла, сняла неплохой, я считаю, выпуск. Можете посмотреть по ссылке. Всем привет, я только что вернулся из Вьетнама. Здесь минус 5 градусов, и мне выдали вот такой квиток, который говорит, что моя куртка осталась во Вьетнаме вместе с чемоданом. Ну или в Китае. Все, хорошего дня. По аренде жилья я уже сказал, что это одна из лучших локаций вообще на планете, и это действительно так. Но как искать жилье, спросите вы? И существует 3 способа, как найти жилье. В принципе, достаточно стандартные. Первый из них – это просто прийти в интересующий вас объект и на ресепшене поинтересоваться, не сдается ли что-то у них. Как правило, на ресепшене всегда кто-то сидит, вам этот человек покажет, расскажет, ценник объявит. Да, это хорошая идея, но удаленно, сами понимаете, сделать это невозможно. Второй способ – это поиск предложений в телеграм-чатах. Да, здесь очень много телеграм-чатов, в том числе русских, где ежедневно сбрасывается куча вариантов по недвижимости. Цены примерно одинаковые, то есть никакого смысла нет искать. Да, какие-то есть агенты, они что-то могут себе взять, но они есть везде, и на ресепшене эти же агенты сидят, и в телеграм-каналах, и в третьем способе. Третий способ – это поиск на сайтах типа Авито, на агрегаторах. Кстати, там я нашел первую нашу квартиру, она была на 1 миллион донгов дешевле, чем в Телеграме. Но это не всегда так работает. В принципе, здесь решать вам, только как вам удобнее. Жилье конкретно в Нячанге, да и в принципе во всем Вьетнаме делится на 3 типа. Это квартиры в таких небольших домиках, типа как у нас, знаете, на русском юге сдаются в двухэтажных домах какие-то квартиры. Вот такие квартиры, либо сами небольшие домики уже полноценные, либо же это современное жилье по типу того, как я вот сейчас сижу здесь в студии своей, в современном жилом комплексе, который, если вы были где-нибудь в Таиланде или в других странах, часто называют кондоминиум или кондо. Вот это именно оно и есть. Что по ценам на жилье? Жилье, то, что я буду говорить только о том, что я своими глазами видел, это начиная от $200 можно снять в небольших домах апартаменты с кухней, со всем необходимым. Единственное, там больше вероятность получить плесень. Или плесень, которую от вас пытаются скрыть, но вы ее найдете, если будете долго здесь жить. Также домики можно снять где-то, я был в доме за 400, за $500, неплохие дома, там 2-3-этажные, какая-то внутри есть зона, чтобы сделать барбекю. В общем, если вы любите такой уклад жизни, отгородиться от всех забором и сидеть на своей территории, делать шашлыки или что-то еще, то это для вас. И последний вариант – это вот то, где я сейчас нахожусь. Это кондо, современные дома. Здесь чувствуешь себя как в отеле, полная инфраструктура, все перед тобой открывает охранник дверь. Здесь есть даже раздельный сбор мусора, кстати.
Ну, то есть вообще полный кайф, там бассейн на 31 этаже панорамный, париться не надо, магазинчик через дорогу, в общем, все, что нужно для комфортной жизни здесь есть. Итак, сейчас сам я живу в студии и плачу за нее $350, включая КУ. И давайте, чтобы не быть голословным, я просто встану и покажу вам, проведу небольшой рум-тур. Смотрите, здесь такой прекрасный вид, уже, кстати, распогодилось, все стало ясно. Зонтик говорит о том, что бывают все-таки дожди, да? Балкон, где можно посидеть, где нет стола, потому что он был повзаимствован в качестве штатива, да, вот так вот я сейчас снимаю, приходится выкручиваться. Здесь у меня творческий уголок, телевизор, само собой вентилятор, чтобы сэкономить электроэнергию, если вы такой скупердяй. Зеркало, которое откуда-то упало, картины, которые периодически отваливаются, еще одна картина отвалившаяся. В общем, полный порядок, полный порядок. Супер кровать с удобным матрасом. Здесь можно что-то приготовить на кухоньке, здесь можно что-то помыть, здесь можно что-нибудь поставить, коробку какую-нибудь. В общем, самое главное — это санузел. Здесь включается, через минуту у вас кипяток уже в душе течет. И всем привет еще раз. Здесь самое главное — это перегородка стеклянная, вот это комфортный, нормальный человеческий душ, потому что зачастую во Вьетнаме как это делается? Просто у вас стоит туалет, и сверху есть душ. И делайте здесь что хотите. То есть можете делать все параллельно. Кто-то даже мне один раз сказал, что это огромный плюс, что очень удобно. Встал, помылся, сел и что-нибудь еще сделал. Вот, собственно, и все. Вот вся эта квартира, $350, я считаю, отличные деньги, учитывая то, что здесь полная инфраструктура, все удобно. Детская комната, бассейн, магазины, охрана, видеонаблюдение, в общем, все как полагается. Да, и таких кондо в Нячанге несколько. В котором я живу, называется Сцения Бэй, одно из самых популярных у русских людей, в том числе, мест, жилых комплексов. И по ценам здесь, по-быстрому скажу, студия от 350, One Bedroom Plus — это большая гостиная с кухней и еще небольшая спальня, $500. И двухкомнатная квартира с двумя санузлами, две большие спальни и большая гостиная, $700. Есть еще и больше вариантов, но, честно говоря, никогда не задумывался о том, чтобы в них переехать, поэтому за ценами так пристально не следил. Но вы в любом случае в Telegram можете открыть открыть чат, и Сцения Бэй, например, Ничанг, что-то еще, и там сразу все цены у вас будут как на ладони, так что с этим проблем никаких. Едем дальше. Хочется сказать пару слов об инфраструктуре в Нячанге. На самом деле, я думал, что будет все намного плачевнее, потому что здесь, в принципе, все основное есть. Здесь есть даже доставка еды домой, доставка продуктов из гипермаркета, из Big C, который сейчас переименован в Go. Тоже вам привозят, с утра заказали, вечером привезли. И также есть аналог Озона, который вам каждый день будут будить вместо собаки вас Лазада. Где-то 8:30 утра они начинают звонить, чтобы вы спускались, забирали свой товар. Так что если хотите раньше вставать и войти в график нормальный, в режим, в биоритм, так сказать, то обращайтесь к Лазаде. Заказывайте какую-нибудь мелочевку за $1 и вставайте каждый день в 8 утра. По поводу пляжа, моря и сезона, давайте сразу так все вместе объединим. Смотрите, я прожил здесь год, и, в принципе, всегда можно было купаться. Единственное, что вот сейчас октябрь, уже опять начинаются волны. Ровно в середине октября они начинаются, и где-то по конец февраля, начало марта будут волны, вода может быть не очень прозрачной, но, в принципе, купаться, то есть температура воды всегда где-то градусов 30 идеальная, купаться можно круглогодично, но волны не всех, конечно, устраивают, поэтому что есть, то есть. Сегодня 15 октября, и ровно в этот день начинаются волны. Да, середина октября, запомните эту дату. В середине октября уже стоит прибегать к бассейну. А когда у вас есть такой шикарный бассейн, то почему бы и нет, собственно говоря. Тем более в 7 утра здесь абсолютно никого нет, фантастический вид. И даже можно выйти, вот записать видео, например. Понимаете, насколько это круто? Пляж находится прямо через дорогу от моего жилого комплекса. И
Ну, это пляж такой, как в деревне, а нормальный пляж находится в 10 минутах ходьбы, но если лень, можно перейти через дорогу, покупаться и идти завтракать, работать. Вопросов никаких нет. Все отлично, песочек, супер, все чисто. В общем, сказка. Можно съездить на какие-то далекие пляжи. Не факт, что они будут лучше, потому что если они пустынные, то они грязные. Вот такая зависимость. Чем меньше людей, тем больше мусора, да. Потому что, ну, а зачем их убирать? Их никто не убирал еще с пандемией, там не было туристов, никого не было, но приезжают какие-то ребята потусоваться на выходные, оставляют там кучу мусора и уезжают обратно. Примерно так это выглядит. Поэтому для меня лучшим развлечением будет съездить куда-нибудь подальше, например, в другие города Вьетнама или вообще куда-нибудь в Гонконг, Малайзию, Таиланд. Тоже там в описании оставлю пару ссылок на наши видео про Гонконг и Малайзию. Можете посмотреть, там довольно интересно. Что касается других городов Вьетнама, мы были уже и на Фукуоке, и в Дананге. И в Ханое Аня была без меня. Что касается продуктов, в принципе, здесь есть все. И даже есть, например, гречка, если вы думаете, что о, гречка только в России. Гречка есть. Кстати, она русская, да. Здесь много русских товаров. Есть черкизовская колбаска, гречка, бабкины семки. То есть можно вот так посидеть по-русски чисто. Единственное, чего здесь нет, это черного хлеба. Вот это единственное, наверное, такое фиаско во Вьетнаме с черным хлебом. Потому что, ну, а кому он нужен, да? Ну, а как колбаску без черного хлеба? Вот, и давайте быстро по ценам, просто 2 секунды, у нас есть отдельный ролик на эту тему, можете посмотреть. Значит, мясо стоит, говядина где-то $10, свинина там где-то $6, креветки стоят от $8 за большие. Все это свежее, на рынок приходите, забираете. Молоко стоит $2 за литр, яйца стоят $1,5. Вот такие цены. Все остальное найдете сами. Ну и, конечно, здесь круглый год выбор фруктов и овощей, и сезон один заканчивается, другой начинается, то есть манго у вас всегда будет. Манго стоит в районе $1 за килограмм, отличная манго, 10 сортов, все вкусные, короче, проблем никаких нет. Фрукты остальные это мангостин, арбуз, ананас, да, они могут пропадать периодически с рынков, но тоже стоят недорого, тоже очень вкусные и всегда есть что выбрать. Да, еще здесь есть пару мест с водопадами, где можно провести прекрасный денек, полазать по скалам, попрыгать в водопады, покататься на катамаранах, попить пивка, в конце концов. Главное, на байк потом не садиться, и тогда все будет нормально. Вот. И давайте сейчас тоже немного прогуляемся по этим местам, посмотрим.
Я поднялся на гору Ангелов, это одна из самых известных достопримечательностей Нячанга, и, пожалуй, потому что их просто здесь мало, банально их мало, их практически нет, и на эту гору обязательно стоит идти, но сегодня с утра была пасмурная погода, сегодня середина сентября, и несмотря на это, я еле сюда дошел, потому что здесь вообще никого сейчас нет, здесь какой-то ад, я спотел уже, больше нечем потеть, просто насквозь, уже холодно от моей рубашки. Вот, и все ради вас, друзья, чтобы показать вам вот эту красоту, чтобы рассказать вам, стоит ли сюда идти, подниматься. И я говорю, что стоит, потому что вы насладитесь, вы после этого будете кайфовать, вы после этого пойдете на море, например, посидите в кафе на набережной, ну, это будет супер кайф, и обязательно сделайте это, если вы в Нячанге. Самые известные развлечения в Нячанге — это Винперл. Винперл — это такая сеть, вьетнамская сеть парков аттракционов, типа как Диснейленд, только вьетнамский. Там и аквапарк, и парк аттракционов, и зоопарк, и что-то еще. Но в целом стоит это не очень дешево, в районе $80. И каждый день туда ездить не будешь, один раз съездить можно. Если там пойдет дождь, то вы половину пропустите. Но я скажу, что это надо сделать все равно. Если вы здесь будете жить, обязательно съездите. Интересно. Друзья, будет немного меня зимнего, меня из будущего. Так как я 2 года не видел снега, мы решили сразу же взять палки и лыжи и пойти покорять зимние просторы. Ну вот, попросили в комментариях рассказать немного еще информации, которую я упустил и в Нячанге ее не снял. Поэтому говорю как есть. Начнем с медицины. Медицина в Нячанге, в принципе, на довольно высоком уровне. Есть несколько больших клиник, где есть переводчики русскоязычные, англоязычные. То есть проблем у вас никаких возникать не будет. Но если что-то сложное, там, связанное со стоматологией, возможно, придется съездить в Хошимин. Более подробно можно прочитать в нашей статье на сайте tipstrips.ru. Следующий вопрос. В каком районе в Нячанга лучше жить? Север, я считаю, больше подходит для семейных людей, для спокойного образа жизни, потому что там хорошие пляжи, там в целом спокойнее, тише. В центре же больше туристов, больше там корейцев, европейцев, больше мест для отдыха, ресторанов, кафе, каких-то модных мест. Так что если вы хотите движухи и ночной жизни, то это центр. Если хотите уединения и семейной жизни, то это север. Про жилье, про коммунальные услуги. У меня выходило $50, причем практически вне зависимости от квартиры. В основном потребляет кондей и электрический бойлер. Кондеем пользуетесь примерно круглосуточно, за исключением периода с октября по январь, когда не очень жарко. Про живность в квартирах, да, у нас там были муравьи почти везде, где-то огромные тараканы прилетают даже на 20-е этажи. Ну, это ничего страшного, с этим можно бороться, можно подружиться с ними и ничего не делать, в принципе. И еще по поводу... Чего я забыл? Я забыл, выключай! Я привык оценивать такие города, как Нячанг, города-курорты, по состоянию набережной. Это как визитная карточка любого такого города. И могу сказать, что в Нячанге она большая, длинная по всему городу, в принципе, с пляжами, но состояние оставляет желать лучшего. И до какой-нибудь условной Анталии просто огромная пропасть. Тут нет ни велодорожек, ни беговых дорожек, ни зон для отдыха. Ну, практически они есть, но такие в состоянии а-ля с 60-х что-то осталось, пусть стоит, никому хуже не будет. Вот. Еще хотел сказать по поводу такси. Такси здесь недорогое, если сравнить с Таиландом, так и вообще копейки. Через весь город, например, с севера на юг, заказав в Максиме приложении, можно проехать примерно за $4-5. Согласитесь, это недорого. По поводу денег. Деньги раньше можно было переводить через золотую корону, сейчас тоже можно, но очень сложно. Только один банк в городе обрабатывает эти платежи.
и вам нужно будет полдня потратить в этом банке, просидеть очередь, попросить, чтобы вам, пожалуйста, выдали заветные ваши там доллары, хотя сейчас не выдают, кстати, доллары, сейчас только донги выдают. Поэтому сейчас люди пользуются услугами менял, через крипту переводят, либо, как я, снимают в банкомате. Но я снимал с иностранной карты, можно снимать с русских карт МИР. Есть ВРБ, Вьетнамско-Российский банк, который всегда к вашим услугам, и курс там очень даже неплохой, комиссия, я уже не помню. Ну, короче, примерно то же самое, что в Короне снимать, только вы просто приходите к банкомату, забираете деньги. Да, там есть лимиты, ну, это все можете в профильных чатах почитать. Все. Ну и, конечно, было миллион комментариев по поводу того, где, у кого снять именно жилье. И я оставлю ссылки в закрепленном комментарии, чтобы вы не спрашивали. Хотя мы любим комменты. И напишите лучше что-нибудь другое, и поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Вот. Ну ладно, мы поехали, экстренно едем монтировать этот выпуск, потому что уже через пару недель мы будем в совершенно другой стране. И будем делать контент специально для вас из интересных мест. Но во всем по порядку, как говорится. Друзья, спасибо, что смотрели этот выпуск до конца. Мне очень приятно. Благодарю вас. И обязательно путешествуйте. Не сидите, не ждите. Просто берите, езжайте, смотрите, живите, наслаждайтесь жизнью. Всем пока.